Всем привет! Сегодня мы плетем из вот такой пряжи, показываю ее вам, из чего она состоит. К сожалению, не могу сказать, где ее купить, сама купила ее в случайном вязаном магазине. Нам нужно отрезать отрезок сначала 2 метра 30 длиной где-то, основу на которую мы сейчас надеваем отрезки по 2 метра длиной, вот таким изнаночным креплением. У меня будет 24 отрезка надето, у вас может быть больше или меньше, в зависимости от того, какую сумку вы хотите. Еще немного про пряжу скажу, да, то есть это такой шнур, он такой плюшевый, внутри него находится такой, как синтепон, я не знаю, как это назвать. В общем, я не знаю, как он правильно называется, но если вы увидите, это турецкий производитель Yarn Art, то смело берите, 73 метра в нем. И смотрите, как мы будем продолжать наше плетение. Вот таким вот способом, как я сейчас показываю на видео, мы должны с вами проделать со всеми отрезками, которые у нас надеты. Это у нас будет сначала первый ряд, потом будем спускаться ниже, 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 и у нас должно получиться будет 12 рядов, но тоже можно меньше, если вы хотите высоту сумки сделать меньше. Эта сумка, еще хочется сказать, что она получается такая, я не знаю, насколько там повседневно или нет. Мне она кажется очень стильной, да, я ее хочу носить повседневно. В нее, естественно, можно будет вшить какой-то мешочек, либо косметичку. Вот, и также у меня скоро в сентябре наступает там пора свадеб у знакомых, и я подумала, что на свадьбу точно мне хочется взять с собой эту маленькую сумочку. Ну, в общем, какие-то такие выходы прям, мне кажется, потрясающе. Если вы подписаны в Инстаграме на меня, то вы, наверное, видели. Я выкладывала фотографии, вообще прям мне безумно понравилось. Вот вы видите, что мы проделали первый ряд, далее переходим ко второму. Получается такое смещение, как бы мы не проплетаем первые 2 нити сбоку. И так каждый раз у нас будут оставаться по 2 нити, ниже, 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 и будем идти, пока у нас не сойдется все наше плетение только в один узелок. Также вот расстояние вы можете регулировать между узлами. Я решила сделать его побольше, такое вот расстояние. Так, ну вот, как я и говорила, видите, спустились до одного узелка, и сейчас нужно будет как бы соединить все наше плетение, снимаем, развязываем и складываем таким образом, как я показываю сейчас на видео. Но тут еще посмотрите, важный момент, обратная сторона. Она тоже получается интересная. И мое голосование в Инстаграме, там победила, конечно, вот эта сторона, которую мы сейчас плетем, но вы можете посмотреть внимательнее. Может быть, вам понравится другая, и вы тогда потом перевернете. Вот я сейчас очень отлично вешаю свою сумочку и буду соединять все свои, получается, ряды, которые без узла, и получается мы проплетаем, с первого начнем узла, а потом все ниже, их все будет больше и больше, и мы так соединим в круг всю нашу сумку. Смотрите внимательно, видите, да, вот сейчас на этом этапе вы можете решить, какую сторону вы выбираете: лицевую, изнаночную или другую делаете лицевой, а та остается изнаночной. Да, вот мне вот эти бочоночки тоже на самом деле понравились очень сильно. Я хотела вначале их оставить. И нужно будет перейти к донышку, к креплению донышка. Вы можете по своему какому-то усмотрению сделать, можно оставить бахрому, если вам нравится. Я же разделила как бы узлы, то есть с одной стороны и с другой стороны их должно быть четное количество, 6 с одной и 6 с другой. И я их вместе соединила как бы, и сейчас проделываю просто цепочку из 2 узлов квадратным узлом обычным, чтобы соединить их. И вот такое донышко у меня получается. Видно, да, что когда мы выворачиваем сумочку, как бы вот так вот она у нас и будет выглядеть, но лишние вот эти отрезки внутри нее нам мешаются. Я вам рекомендую их даже лучше как-то спрятать, потому что я их отрезала сейчас вот на видео очень коротко, и они у меня начали как бы из донышка вылазить. То есть видно их иногда, когда вы сумку выворачиваете, вот эти вот лохмотья, как бы их видно. Мне кажется, их нужно как-нибудь спрятать, либо еще можно тканью закрыть. Я видела в магазинах так делают. Обязательно затяните еще все эти узлы, которые внизу у нас скрепляли. Вот видите, как бы чуть-чуть вылазит, но для меня просто это не трагедия никакая. Я туда вкладываю косметичку, и они как бы держатся за нее. А так, по сути, наша сумочка готова.
Вообще, мне она безумно нравится. Посмотрите, как еще я достаю ручку. Мы находим середину. Наши, получается, 12 отрезков, 12 одной, 12 другой. И я вывожу. И это у меня будет вторая ручка. А первая, так как она как бы открыта, да, на ней я делаю просто узелок и такой маленький декор вообще абсолютно любыми узелками. Просто проделайте, и все. Я не вижу вообще ничего как бы страшного, и мне правда это нравится, как бы как все получилось. Вот, так что если вам тоже, то пишите, я буду очень рада любому комментарию. Выполняйте эти сумки, отмечайте меня в Инстаграме, я всегда делаю репост, потому что мне безумно интересно посмотреть, что у вас получилось. Также подписывайтесь на этот канал, так как нас ждет безумное просто творчество и макраме. До встречи в новом видео. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Наша сумочка готова. Посмотрите, как она еще делается. Очень интересно. В конце видео будет показано. Вот. Спасибо вам большое. Пока-пока. До новых встреч, новых видео.